Тайная вечеря и котик на фреске Доменико Гирландайо, монастырь Сан-Марко, Флоренция. Зачем тут кот? Какой его символизм? Почему он в центре? Кот не где-то в углу, не под столом, не за столом, не на заднем плане. Посмотрите, здесь много птичек, но он не охотится за ними. Он сидит прямо в центре, рядом с Иисусом, как одна из ключевых фигур. Причем, обратите внимание, он сидит и нагло смотрит на нас. Вот прямо нагло, без преувеличений. Он задает нам определенный вопрос, хотя, казалось бы, по сюжету он здесь как-то совсем не в тему. На этой фреске изображена последняя трапеза Христа с учениками, на которой он предсказал предательство одного из них. И в сюжете этой фрески именно этот кот самый главный герой. Хоть и аллегорический, но сначала вспомним историю, чтобы понимать, почему Доменико Гирландайо решил сделать кота главным персонажем. Это итальянский ренессанс, точнее ранний ренессанс, а это значит, что большинство сюжетов пишется на религиозную тематику, и иконографические традиции средневековья все еще популярны. А как вы знаете из моих лекций, в Средневековье лишних персонажей на изображениях не было. Каждая деталь, каждый штрих имел свой смысл, идею или концепцию. Именно по этой причине здесь Иуда не за общим столом вместе со всеми. Он как бы противопоставлен другим апостолам. То есть он отделился от коллектива, проявил индивидуализм. Обратите внимание, в отличие от всех учеников, он без нимба над головой. Также его одежда упала с плеч. Аллора. Возвращаемся к коту. Помните, я рассказывал в своем видео про мифологию черной египетской кошки Бастет, про те суеверия и несправедливость по отношению к котикам в средние века. Ссылку на это видео я оставлю в описании под видео. Женщинам нужно его обязательно посмотреть. Кратко напомню, кошек очень боялись. Их считали спутниками ведьм, колдунов и даже верили, что дьявол может превращаться в черного кота. Ну, оно и логично. Черные коты, как невидимки, вечно бродят по ночам, и ты постоянно спотыкаешься об них. Да, знакомо, наверное, вам. Да еще и глаза светятся в темноте. В общем, сам черт, не иначе. Поэтому в христианском искусстве, особенно после крестовых походов, коты начали символизировать всякий разврат, похоть, обман, лень, измену и предательство, ну и так далее, похожий смысл. Если вы видите на картинах или манускриптах средневековья кота, значит художник в этом зашифровал какое-то аллегорическое послание для тех, кто умеет читать эти тонкие намеки. На этой фреске Доменико Гирландайо кот означает предательство Иуды, рядом с которым он сидит и нагло, я бы даже сказал, вызывающе смотрит на нас, как бы спрашивая: «А ты ведь тоже предатель? Тоже грешник? Да-да, я знаю, что ты так же, как и я, что-то скрываешь от всех. Я знаю, что именно». Эх, да, Доменико Гирландайо всегда поражает нас своей оригинальностью среди других гениев эпохи Возрождения.